Всем огромный привет! Сегодня видео про вот такую интереснейшую орхидею. У меня этот вид несколько лет, еще не было цветения, я просто с нетерпением, с огромным жду цветения. Это самый крупный экземпляр среди моих ринхостилисов. И сегодня видео про них. Я теорию особо не изучала по этому виду, но у меня есть некоторый опыт по выращиванию. Хочу с вами поделиться. Каких-то особых сложностей в выращивании этого вида орхидеи я для себя не заметила особо. Единственный такой специфический, как по мне, минус, то, что у него очень мало корней. И сама ценность ринхостилиса в том, чтобы корни сохранить, чтобы они никаким образом не погнили, не иссохлись. А так, в принципе, классное растение. Очень, смотрите, крупное, размашистое. Вот на фоне меня, видите, на моем фоне, уже приличная розетка. Сейчас вам покажу остальные экземпляры. Так, ребята, это самый крупный ринхостилис среди всех моих ринхостилисов. И это ринхостилис Spotted. К сожалению, уже приросла бирка. Скорее всего, корни не отпускают. Дергать ничего не буду, потому что очень ценю каждый корешок этого прекрасного растения. Смотрите, какой корень вышел наружу из горшка. И вот так вот растет периодически. Но сейчас вот он не в росте. Растут листья. Я надеюсь, когда мы нарастим цветочную, вернее, листовую массу, то, возможно, мы зацветем. Не знаю. У меня уже, смотрите, 3 пары мясистых, таких очень приятных на ощупь листьев. Вообще обалденно. И вы знаете, в этом году весной появился корень из горшка. И вот так обнял край горшка. Я думала, он будет дальше расти, но пока тишина. Что-то ему не понравилось на воздухе. Но здесь я вижу, он дал, видите, вот ответвление немножко. И, возможно, вот эта часть начнет расти лучше. Это Spotted. Эта орхидея относится к вандовым, поэтому принципы ухода у него похожие с вандами. У меня растут они, большинство, в керамических горшочках. Это облегчает уход за ними. Но теперь стал вопрос, что по мере взросления надо будет каким-то образом пересаживать. Но я вижу, что корневая не настолько развита у этого вида орхидей, что, возможно, и пересаживать-то придется не совсем, не скоро. Так, здесь у меня они стоят на поливе. Они очень любят вот такие процедуры. Я их периодически балую. Вот этот ринхостилис совсем малютка. Он приехал позже всех. И вы знаете, он меня порадовал. Порадовал тем, что у него сегодня я обнаружила растущий корень. Для ринхостилиса это просто вау достижение. Я не помню сейчас, что это за ринхостилис, но сейчас я немножечко напрягусь. Все, вспоминаю. Последним среди ринхостилисов в заказе у меня был Red. Ринхостилис Гигантея Red. Это именно тот, который я с самого начала очень хотела. И это именно тот, который цветет красивыми темно-вишневыми гроздями цветов. Вот такой вот красавчик. Он у меня только год, в отличие от этих. Все я их покупала в маленьком размере, размер 1,7. Но это вот прям, как для меня,
за несколько лет прям достижение. Так, сейчас надо вымокнуть точку роста, потому что я всегда переживаю, когда остается вода в розетке между листьями. И делаю так. Беру салфеточку, также делаю с фаленопсисами, также делаю с ринхостилисами. Стараюсь не оставлять. Его можно, конечно, перевернуть, и вода стечет, и не будет никаких проблем. Так, кто у меня еще? Вот видите, я вам показываю самого крупного экземпляра с коллекции ринхостилисов и самого еще подросточка, самого маленького. Ну, отрадно то, что все в росте. Этот у меня где-то на расстоянии несколько, полуметра от окна получает рассеянный свет. Этот стоит вот здесь на стеллаже под лампами искусственного освещения. Имеет вот такие темпы роста. Что могу сказать, что после получения ринхостилисов в размере 1,7 мне понадобилось немало времени для того, чтобы они приняли мои условия содержания. И поэтому рост был незначительный у этих орхидей. И мне даже было немножко даже грустно, потому что они плохо росли. Сейчас, по истечению времени, я уже с удовольствием наблюдаю ростовые процессы. И посмотрите, какие интересные у них особенности. Листья имеют вот такие прорези. Вот так. Такое ощущение, что какая-то улитка или какой-то жук, в общем, какое-то насекомое как будто погрызло эти листочки, да? Вот первое впечатление, когда ты впервые видишь ринхостилис, первое впечатление именно вот такое. Так, кто у меня еще? Из первых. Сейчас я буду их полоскать. Это, обратите внимание, тоже глиняный горшок. Мне почему-то понравилось ухаживать за ринхостилисами в моих условиях в глиняном горшке. А что тут за субстрат? А здесь, в принципе, ком мха, в котором они прибыли, и обложен именно коковолокном, немного живого мха. И там на самом дне чуть-чуть коры. Так, этот ринхостилис тоже уже подросший. И начал он свой такой рост именно более ускоренными темпами, когда был пересажен вот в такой керамический горшочек. Видите? Ему здесь больше понравилось, чем я сейчас покажу вам в таких вот посадках. А до этого они были у меня в таких вот корзинках. Керамика волшебная. Волшебная керамика я называю. Что это за ринхостилис? У него здесь есть бирочка. Так, и даже я могу вам сказать, что вот, значит, это первая партия ринхостилисов, вот эти самые взрослые. Вот этот и, по-моему, вот этот. Но он, видите, он хуже всех развивается. Приехала ровно 2 года назад. Вот, 5 июля 23 года. Что это за ринхостилис? По-моему, это Блуе. Так он назывался, Гигантея Блуе. Ну, вот так вот он на сегодняшний момент выглядит, и вот так он себя чувствует. Вижу, что надо еще смочить его субстрат. Там у меня добавлены долгоиграющие удобрения. Это удобрения, вон видите, шарики насыпаны. Это у меня осмокот. Осмокот, который имеет 6 месяцев действия. В общем-то, вот смотрите, 2 моих. Вот прям хочу купать их. Сейчас уже жарко. Они тоже любят водные процедуры. Подставочка. Вот. Вот мои самые взрослые. 2-летние получается. Так, сейчас вот. Мои 2-летние
ринхостилисы. Но у этого корневая еще не вышла наружу. Здесь больший объем горшка. И он еще стелит корни. Есть место у него в горшочке. Вот такие два красавца. По листьям, конечно же, отличаются. У этого лист, смотрите, более широкий, spotted. Здесь более узкий лист. Немножечко в прошлым летом подгорел на окошке, но вот эти дефекты так и остались. Я немножко обрезала, но все равно остались. Слушайте, я их обожаю, я не знаю, вот что в них такого, но мне нравятся листики. Листики мне нравятся, прям супер. Так, а этот лист я что? Ну, вроде проливала, он высох и стал такой прям матовый. Даже отличаются листовой массой. Красавчики. Так, да, он высыхает и становится матовый. Значит, про этот вам расскажу. Здесь тоже есть бирочка. Ну, гигантея. Гигантея. А этот раньше приехал, 6-й месяц 23-го года. О, видите, надо его отсюда забирать, из этого горшка, и высаживать в глину. Потому что я вижу, что развитие его, казалось бы, здесь дыши сколько хочешь, но, возможно, ему здесь все-таки не хватает влаги. И вот в этой корзинке он хуже развивается, чем в керамической посуде. Представляете? Вот вам и все. Хотя он один из первых. Он, кстати, я вспомнила, был подарен мне с каким-то заказом орхидей. Или нет? Кто-то из них мне был подарен, скорее всего, этот. Хотя, да, скорее всего, этот был подарен. Он самый последний у меня. Ну, в общем-то, вот этот, насколько мне не изменяет память, этот white, просто белый, скорее всего, потому что на бирочке ничего не было написано. И, скорее всего, что это white. Новых растущих корней я здесь не вижу. Я все заглядываю в горшочек, думаю, а вдруг где-нибудь носик корешка появится. Очень хотелось бы. Возможно, я и буду продолжать наблюдать за ростом этого ринхостилиса в такой посадке. Но видите, здесь дела идут получше. Смотрите, какая разница в размере. Может быть, это зависит еще и от того, что разные сорта, но все же, наверное, ему не хватает здесь влаги. Либо надо чаще поливать, либо надо пересаживать в глиняный горшок, как и этих красавцев. Так, и остался у меня еще один ринхостилис. Вот этот я совершенно не помню, как звать. Но он, мне кажется, недавно у меня, как в принципе и этот, был мною куплен на распродаже и посажен в такой маленький горшочек. У него листья очень отличаются, и у него есть загар на листьях, потому что он стоит на южном окне, хоть и с притенением, но через притенение все равно проходят лучи солнечные. Вот он точно так же, как и этот, такой же горшочек керамический высажен, но пока корни не выходят наружу. Но он растет, загорает и растет, все нормально. У него единственное, что нужно ему снять. Слушайте, а мы сейчас подсмотрим за его корневой, убрав вот эту коринку. Да, в принципе, корни у него там развиваются. Какая-то часть корней скинул он. Надо убрать вот эту чешуйку при помощи пинцета аккуратненько. Ну, есть новые корни. Ринхостилисы очень сильно корнями прирастают к поверхностям и кусочкам коры. Поэтому вот чешуйку я сняла от шеи. Видите, есть такой хороший живой корень. Какая-то часть корней при адаптации он сбросил ее. Ну, так в целом картина неплохая по корням. Так, вернем ему его коринку.
как и было. Все как и было оставим, чтобы ему не было сильно сухо. Ну, я стараюсь поливать по мере просушки. Но, честно говоря, по ринхостилисам я не могу понять, когда они просохли или пересохли. Они очень, ну, как бы, корней, когда не видно, совсем непонятно. Вот такая небольшая коллекция, я бы сказала, семейка ринхостилисов у меня живет на сегодняшний день. Я рада, что все остались живы, то есть могу вам сказать, что приспособиться к условиям обычной городской квартиры с влажностью порой 25%, а бывает и ниже, у них возможность есть. Как-то особо отрицательно на их развитие это как бы не сказывается. Единственное, что возможно, это замедляет их развитие, но выживаемость у них стопроцентная. Сужу потому, что у меня вот куплено 5 экземпляров, все 5 за 2 года вот так себя чувствуют. Из 1,7, из маленького размера, они вот на сегодняшний день доросли до такого размера. Очень интересно будет, конечно, посмотреть на их цветение. Я собрала здесь самые популярные виды, там, которые были в продаже. Там. Кстати, среди них есть персиковый. Какой-то из них, а кто же из них персик? Либо этот, мне кажется. Угу, да, помню, что был персиковый. Белый, темный, это точно он, Red. Вот я, честно вам скажу, я его больше всего хотела, и его труднее всего было найти, в заказах его не было. Были всевозможные, кроме Red. И вот когда Red появился, я рискнула и сделала заказ. Мне кажется, что судя по видео других орхоблогеров, он не так уж привередлив в уходе, как, возможно, остальные. Ну, каких-то особенностей я не вижу. Бывает даже в уходе не вижу. Им главное изначально подобрать посадку правильную, и тогда можно не переживать. Я считаю, что лучше их не садить в такие, знаете, вот двойные горшки, в закрытые системы вот такого плана. Лучше им дать либо корзинки, у кого влага воздуха, у кого влажность воздуха приличная, лучше дать корзинки. Такие или деревянные, у кого позволяет место там привесить их, чтобы они свои корни вот так свисали. Либо дать им, у кого более сухой воздух, дать им лучше керамику. Но керамика это потом тяжело пересаживать. Но пересаживать это не фаленопсис. Его не надо, вот смотрите, вот каждый год пересаживать. Я вам так скажу, вот эти корни, которые начнут идти во все стороны, это как минус, да, такой вот в интерьере, когда корни идут во все стороны, неудобно, если на полке, то лучше где-то подвесить. Эти корни не согнешь и не спрячешь нигде. Это прям такие, знаете, шланги с такими клетками веломена, очень-очень мощными такими прям. Но это только сломаешь. Только сломаешь. Изначально, конечно, можно посадить в более объемный горшочек, как я сделала здесь. Видите, объемнее горшок. И вот одинаковые по возрасту растения. Здесь корни уже наружу вышли. Получается, я ошиблась, выбрав такой горшочек. А здесь корни еще не вышли. И это пока хорошо. Посадила сюда, видите, уже корень, вот он. Но я уже уверена, что если я дерну, скорее всего, сломаю корни. Поэтому этого не делаю. Ну, для этого пока этот горшок достаточен. Еще все, друзья мои. Оцените мои ринхостилисы, напишите про свои ринхостилисы, как поживают ваши ринхи, какие у вас ринхи. Здесь
гигантея. Есть много гибридов, ринхов сейчас с вандовыми. Интересные гибриды, но у меня чисто ринхи. Ринх гигантея. Всех обнимаю, всем мира и добра. Ждем с вами цветения. Думаю, это будет прям праздник-праздник. Делаем ставки, кто первый зацветет. Я не знаю, в какой сезон они цветут. Весной, осенью. Но, думаю, вы подскажете в комментариях. Ну, эти, думаю, еще не зацветут долго. А вот эти 3 экземпляра, возможно. Хотя нет, этот еще малышок не набрал еще массы. Вот я как-то что-то вот от этого жду цветения в ближайшее время. Заглядываю в его пазухи. Ну, пока ничего не наблюдаю, но очень хотелось бы. Видела, что уже мощные кусты с такой мощной листвой цветут. Ну, а эти еще двухлетние подросточки, а кому-то еще даже всего лишь годик. Совсем малыш. Все, всех обнимаю, всем мира и добра. До встречи в комментариях.